Друзья, всем привет! Смотрите, какая у меня здесь коробка. Здесь 12 килограммов. Я сделала такой большой заказ. Сайт называется вот так. Купи на развес.ру. И здесь мы сейчас вместе с вами распакуем и все посмотрим. Я никогда не умела открывать коробки. Опять не с той стороны. Подлезла, кажется. Такой внушительный список. Ну что ж, друзья, начали. Пошуршим. Вот такие упаковки. Так, это мандарины, сушеные кольца, смотрите. Вот такие ореховые коктейли я заказала. Я здесь брала у себя в городе, но знаете, несколько раз попадалось так, что там какие-то камни. Поэтому я решила все-таки взять хорошего качества. Здесь килограмм. И смотрите, какой хороший набор, очень много орехов. Так, это дыня, цукаты, канталупа, такая необычная. Чай черный с карамелью. И чай фруктовый, сочный гранат. Прям видно гранатовые дольки. По-моему, есть какие-то еще цветы. Может быть, я ошибаюсь. Друзья, я поняла, что по одному показывать это будет очень долго. И вот весь ассортимент у них есть на сайте. Огромнейший ассортимент. Вот то, что я вам покажу. Начнем. Так, давайте. Клубника сушеная, натуральная. Вот такие вот чипсы. Цукаты, вишня. Они без косточек. Следующее это имбирь в сахаре. Говорят, что очень и очень вкусно. И вот про вишню тоже слышала, что очень вкусно. Никогда не пробовала. Я вообще здесь ничего не пробовала. Я, наверное, самый отсталый человек в мире. Киви, смотрите, цукаты. Груша сушеная, фермерская. Она даже целыми кусочками сушеная. Класс. Курма сушеная. Сколько вот я ее видела. Говорят, что очень вкусная, но тоже никогда не пробовала. Смотрите, что полкило сушеной клюквы. Тяжелый такой пакет. Здесь вкусности. Решила попробовать. Имбирь в темной шоколадной глазури. Вот такая форма. Абрикос в темной шоколадной глазури. Кокос в темной шоколадной глазури. Это чернослив. Такие классные упаковки. Кстати, вот у меня появилась идея, да, а можно сделать красивую упаковку на подарок. Что-то такое необычное сделать. Так, еще пошуршим. Ну, я разошлась. Здесь полкило кальмар сушеный. 250 грамм. Такие кольца сушено-соленые. И янтарная рыбка с перцем. Полкило. Еще один пакет. Тяжеленький.
чересчур тяжелая. 1 килограмм кукурузы. Шиповник я заказывала. Это все на сайте. И булгур на пробу. Полкило. Орехи. Знаете, я дожила до 100 лет, никогда не пробовала пекан. Кишью. Он жареный. Бывает сырой, по-моему. Это жареный. Фисташки жареные турецкие. Слабосоленые. Бульоны. Такой бульон свиной. 300 грамм. Не тяжеленькие прям. Овощной. Тоже 300 грамм. Это вот как, я так думаю, что они точно такие же кубики, только дешевле. Куриный и говяжий. Друзья, здесь приправы для рыбы. Такая приправа для супа. Для шашлыка, конечно же, я не могла пройти мимо. Вот такая, другая, не видите, разные. Перец 100 грамм. Для плова, смотрите, первый раз такое вижу. Вот эта приправа. Классная, наверное. Я вообще люблю на природе плов. И вот такая приправа для мясных блюд. Лимонная кислота я постоянно использую для уборки и всяких вот домашних делах. Взяла сразу 400 грамм. Хватит надолго. Семена амаранта. Чай. Ройбуш с черникой. Такой необычный. Чабер сушеный. 100 грамм. И вот такой фруктовый чай. Кир Рояль. Такой большой у меня заказ получился. Мне кажется, хватит это на наши 2-3 семьи. А их у нас на самом деле несколько. Поэтому все распределю, кому что нужно, кто что заказывал. И вот где я заказывала, вот название сайта на каждой упаковке есть. Покажу. Мне нужен был стеллаж, потому что у меня тут везде коробки с Икеи. Я купила самоклейку, сейчас я вам тоже ее покажу, обклеиваю. То есть она сама клеится, там нужно немножечко подрезать. Впрочем, неплохая самоклейка, 10 метров за 400 с чем-то рублей. И вот этот стеллаж, он стоил тоже недорого, но у него были половина, наверное, половину такие негативные отзывы. Но на самом деле, да, есть сколы, но их так прям сильно-сильно не видно. Также были негативные отзывы, то, что там во многих местах не просверлены. Но у нас как-то с этим нормально. Ну, впрочем, за такую цену пойдет. Сейчас покажу, как мы собирали и как он выглядит вообще в собранном виде. Следишь за процессом. Друзья, у меня оставалось расстояние такое вот между вот этим, как это называется, гримерным столиком и дверью. Я померила, и вы знаете, на Вайлдберрис нашла прям идеально такой стеллаж для того, чтобы хранить коробки. У меня тут атрибуты для съемок. Вот эти коробки страшненькие я покупала в Икее. Они, помните, наверное, были и цветные, но так как стеллаж у меня открытый, я решила купить вот такую самоклейку.
Вот. И один ящик, вот этот же короб, заклеила. Вот такая вот самоклейка. Цена у нее примерно 400 рублей. Тоже нашла на Валберис. Вот так она выглядит. Ширина, по-моему, 40, а длина 10 метров. Немного блестит, но так не сильно. И поэтому не удешевляется. Так, впрочем, ничего. Достаточно просто собирается. Покупала я его по отзывам. В отзывах есть, конечно, косяки. И у меня тоже здесь есть косяки. То есть, например, вот если посмотреть в этих стыках, то видите, я даже не знаю, сколы такие. И их здесь очень-очень много. Вот эти вот отдельно крепятся. Собирать можно. Прям такого чего-то серьезного, как там было написано, что есть не просверленное отверстие. Такого не было, но, видимо, от партии зависит. Но сколы есть, но их так прям не видно. С другой стороны, побольше этих сколов. И мы поставили вот так. Ну, впрочем, стеллаж недорогой, поэтому ладно. Сегодня на ужин у меня один небольшой цукини через терку, яйцо, немного соли и овсяные хлопья. Немного добавила, я не знаю, так я еще не пробовала, что получится. Но это такое достаточно вкусное должно быть блюдо. И, скорее всего, я, наверное, попробую выпечь просто одним блином. Сейчас овсянка набухнет. И попробую что-то придумать. Мне почему-то кажется, что я не смогу перевернуть. Не знаю, почему мне так кажется. Наверное, потому что все такое жидковатое. Ну, на медленном огне попробую сейчас потушить, пожарить. И потом посмотрим. Попробовала закрыть крышкой, чтобы она сверху тоже пропеклась. Не знаю, я такое никогда в жизни не пробовала готовить, что получится. Что-то с чем-то. Ну, как я и предполагала, перевернуть у меня не получилось даже, я и не пыталась. Я взяла лопатку и перевернула частями. Ну, главное, чтобы было вкусно. Но это некрасиво, но, надеюсь, вкусно. Помидоры, вчера я их не доела. Редис свой, базилик, салат свой, укропчик свой. Ну, как-то так. А на этом я хочу попрощаться. До следующей встречи. Всем пока-пока.